Всем привет! Пока в работе большая и сложная тема по парковке и маневрированию в ограниченном пространстве, чтобы не дать вам заскучать, буду выпускать небольшие ролики на относительно простые темы, либо вопросы из комментариев. И в сегодняшнем ролике я расскажу, почему машина виляет в полосе движения и как это исправить, как ехать ровно по центру полосы и какие можно использовать ориентиры. Ну что, интересно? Тогда поехали! Движение за взглядом – это явление, при котором движение наших рук следует за тем, на что мы смотрим. Когда мы фокусируем внимание на какой-нибудь объект, либо направлении, мозг автоматически направляет наши руки в этом направлении. И это происходит без усилий и осознания с нашей стороны. Феномен, при котором движение рук водителя следует за его взглядом, обозначает тесную связь нашего визуального восприятия и моторных функций организма. Это результат длительного процесса эволюции и обучения. В качестве примера можно привести охотников из древних времен, которые могли точно метать копья или стрелять из лука, прицеливаясь глазами и направляя движение рук в сторону своего взгляда. По сути, развитие этих навыков были неотъемлемым элементом выживания и успеха наших предков. Они использовали свои визуальные и моторные навыки для охоты на добычу, для защиты от хищников и, само собой, в войнах. То есть они должны были быстро и точно определять направление животного или врага, чтобы понимать, куда бросить копье или выстрелить из лука. В нашем современном мире эти же принципы применяются при вождении автомобиля. Водитель оценивает ситуацию на дороге при помощи зрения, а затем применяет эту информацию для нужных движений рук и ног. И это у него отлично получается, но при условии, что у него наработана моторика рук и ног, и он делает эти движения на подсознательном уровне. Причина, почему виляет автомобиль в движении, это как раз отсутствие развитой моторики рук. И так как начинающий водитель в движении постоянно отводит взгляд то на приборы, то на ручку КПП, на руль, уводя фокус внимания на эти детали, и в том числе на зеркала заднего вида, делает непроизвольные движения рукой, подчиняясь веками развиваемому навыку движению за взглядом. Второй момент – это чрезмерно крепкий хват руля. Дело в том, что руль в современных автомобилях имеет минимальный люфт и остро реагирует даже на небольшие движения рук водителя. Самый простой пример – это когда начинающий водитель крепко держит руль, держа руки в постоянном напряжении, убирает правую руку для переключения передачи. Лишившись противовеса, левая рука непроизвольно смещается вниз, и в результате машина вильнула в полосе. При этом нет никакой необходимости крепко держать руль. Подвеска автомобиля устроена таким образом, что машина стремится к прямолинейному движению. Даже при проезде неровности на дороге машина будет стремиться ехать прямо. Это достигается за счет углов установки колес, в частности, это угол Кастера. И для того, чтобы машина не виляла, нужно использовать эту особенность и ослабить хват руля. Ослабив хват руля, вы исключаете непроизвольные движения рук, когда уводите фокус внимания на зеркала или убираете правую руку для переключения передач. При этом деликатный хват не только снимает напряжение в руках и уменьшает утомляемость, но и позволяет получить обратную связь от руля. Это момент, когда пропадает эффект возврата руля в прямое положение, а ведь именно он нам и нужен для прямолинейного движения. В общем, если вы едете по обычной дороге, а не по разбитой грунтовке с большим количеством колей, нет никакой необходимости крепко держать руль двумя руками. И сейчас вам это продемонстрирую. Если автомобиль исправен, то он будет ехать прямолинейно и при умеренном разгоне, и при штатном торможении. По сути, водителю необходимо только слегка корректировать траекторию движения.
Единственный вариант, когда нужно удерживать руль, это при прохождении поворотов, чтобы задать нужный радиус поворота. Ну и само собой в сложных дорожных условиях. Но это уже вопрос более серьезной подготовки. Также конструкция подвески отрабатывает и проезд неровностей, ямки, лежачие, ну и так далее. И вот вам пример. Даже если попробовать проехать лежачий полицейский с более высокой скоростью, то никаких изменений в траектории движения автомобиля не будет. Он как ехал прямо, так и будет ехать прямо. А руль нужно держать как птицу за шею. Нежно, чтобы не задушить, и сильно, чтобы не улетело. Точнее не скажешь. Следующий вопрос. Как ехать ровно по центру полосы? Можно ориентироваться по зеркалам, оставляя равный интервал от разметки до борта машины в левом и правом зеркале. Но для начинающих водителей это часто приводит к уводу фокуса внимания и непроизвольным движением руля. Соответственно, машина будет вилять. Да, этот момент со временем проходит, когда у водителя нарабатывается моторика рук и он привыкает к автомобилю. Он четко понимает расположение зеркал и может беглым взглядом быстро оценить интервал разметки в левом и правом зеркале. Поэтому я хочу показать еще один способ, как можно ехать по центру полосы, не уводя взгляд с дороги. Для того, чтобы ехать по центру полосы, этот центр сначала нужно найти. Для этого визуально делим полосу движения пополам и представляем этот центр в виде осевой линии. Теперь находим второй ориентир в салоне нашей машины. Это носок правой ноги, поставленный на педаль газа, поскольку педаль газа максимально близко находится к центру машины. Совмещаем эти два ориентира и все, готово. Машина едет по центру полосы, а наш взгляд постоянно на дороге. При этом точно сопоставить осевую линию центра полосы с носком нашей правой ноги будет очень просто. В этом нам помогают перцептивные навыки, которые развиваются у человека с самого рождения, а именно пространственное восприятие, способность оценивать расстояние, направление, глубину и расположение объектов в пространстве и координация движений, способность управлять телом и конечностями, обеспечивая точность и слаженность действий. При этом, даже закрыв глаза, мы можем четко определять расположение своих рук и ног в пространстве. Покажу данный способ на практике. Определяем центр нашей полосы движения и мысленно сопоставляем полученную осевую линию с носком правой ноги на педали газа. Ну и в принципе все, наша машина едет ровно по центру полосы. А если разметки совсем нет, то никаких проблем тоже нет. Если у нас две полосы движения, делим нашу проезжую часть пополам и потом еще раз пополам, ту полосу, в которой мы едем. Или еще можно заметить, что асфальт по центру нашей полосы отличается по цвету, так как по этой части дороги колеса машин практически не ездят. И его тоже можно взять как ориентир центра полосы. Как видите, никаких сложностей нет. Нужно просто погрузиться в детали и знать некоторые нюансы. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Всем спасибо, пока.